Приветствую вас, мои дорогие творческие друзья. У меня, так как сегодня в Питере дождь целый день, у меня недостаток весны в душе. Поэтому я решила нарисовать с вами ветвь цветущей яблони. А заодно мы с вами продолжим осваивать виды композиций. В прошлый раз мы взяли с вами композицию диагональную, где у нас главный центр зрительный был здесь, в виде раскрывшегося тюльпана. В этот раз мы возьмем тоже очень простую композицию, а именно диагональ наоборот, которая зрением воспринимается более динамично и более напряженно. Центр с вами зрения мы возьмем вот здесь. То есть здесь будет наша самая главная часть. Возьму вот такую большую кисть, большую полукруглую кисточку. Для начала мы с вами напишем небо. Я возьму прусскую голубую. Кисточку я намочила в воде, то есть она влажная. Я взяла небольшое количество краски. Покажу вам, я пользуюсь стеклянной палитрой. Мы в этот раз с вами для неба не будем добавлять белил. То есть мы создадим небо достаточно прозрачным. Я развела жиденько, видно, да, жиденько развела красочку. И, соответственно, мы с вами делаем от темного внизу, вот так, до достаточно светлого и прозрачного наверху. Небо мы хотим создать весеннее, поэтому сильно темнить не будем. Именно поэтому я не стала добавлять белила, потому что белила, несомненно, придадут такой, знаете, эффект пасмурного неба все-таки, да. Я просто мокрой кистью добавляю воды, чтобы сделать цвет более-менее равномерным, распределить. Хочется больше добавить цвета. Сейчас я беру уже кистью влажный разведенный цвет с палитры и добавляю его до получения нужной мне интенсивности. Будем считать, что вот таким небом я, в принципе, довольна. Хочется создать легкие облака. Легкие. У меня есть белилки на кисточке, вот они. Когда я пользуюсь белилами чистыми, они у меня действительно чистые в баночке, я туда опускаю только кисточку, которой намереваюсь использовать белила, чтобы не пачкать краску. Я добавляю какое-то количество воды сюда, чтобы белилочки были у меня полупрозрачные. И наношу облачка немножко. То есть их не должно быть сильно видно. Взяла сейчас, уплотнила цвет, да. Делать облачка хочется чуть более видимыми. Но опять же, они должны быть легкими, такими весенними, даже скорее дымкой, нежели полноценными облачками. Больше всего, конечно, их будет видно вот здесь, так как здесь у нас цвет более интенсивный. Кисть у меня скошенная. Если вы будете работать, скажем, кисточкой круглой, то вам с облачками будет еще проще. Но мне не надо специально. Я, в принципе, скошенные кисти, знаете, я очень люблю. Ну и люблю неравномерные структуры на фоне, разнообразные. Все нравится. Свет у нас с вами будет сверху свет. Таким образом, кое-где сверху на облачках можно добавить пятен белил, да. Так как мы будем делать цветущую ветвь, вдали которой имеется дерево цветущее, я возьму кисточку поменьше, вот такую. Надо на палитру взять белил обязательно, достаточно большое количество. И оттенок, который буду использовать, это краплак красный. Вот такой. Смешиваю до получения достаточно такого светлого, но в то же время насыщенного розового цвета. Воды здесь практически нет, то есть он достаточно густой. И я хочу создать
эффект деревьев, которые за нашей ветвью цветут где-то там, да? Для начала я проложу цвет, который я смешала, а он, повторюсь, достаточно густой. Именно поэтому не просвечивает небо, не примешивается, да, потому что не водянистый, вообще небо уже подсохло на самом деле. Значит, покажу вам, что цвет я не смешиваю абсолютно до состояния однородности. Видно, что на нем присутствуют разнообразные включения. Не надо класть очень плотно, потому что в природе, когда деревья цветут, листьев-то на самом деле еще и нет. Поэтому у нас с вами очень плотно выглядеть наши цветущие ветки вдалеке не могут. Видно, что где-то попадает больше белил, где-то меньше белил. Свет и тень мы с вами еще проложим дополнительно, когда наберем необходимую массу вот этих вот цветущих вдали, да, еще не проработанных. Это прорабатывать мы сильно не будем. Цветущих вдали деревьев. Значит, вот здесь я собираюсь наметить такую прямо куртину цветущих, такую цветущую ветвь, которая уйдет у меня вот сюда. Я не ожидаю, что эта работа займет очень мало времени. Вот. Но, наверное, хотелось бы мне не заниматься монтажом, чтобы показать вам именно процесс работы полностью, да, чтобы у вас не было ощущения, что вы что-то пропускаете. Значит, мы выходим сюда наверх. Значит, самое главное, когда вы рисуете природные объекты, не устаю повторять, не пишите забор или слишком однородные такие куртины. Это все-таки у нас с вами природные, естественные формы. Они не терпят упорядоченности. Да? То есть как только вы начинаете рисовать упорядоченно, а именно вот таким образом, да, заборообразным, вы тут же получаете неестественно выглядящие деревья. Вот, мы с вами хотим создать естественные деревья, поэтому давайте рисовать хаотично, именно хаотично. Я добавлю белил, белила кончились у меня. Вот так. Краплак еще есть, видно, что его здесь много. Не смешиваю до конца, то есть у меня на кисточке очень разнообразный цвет. Здесь вот он получился чуть темнее, да, вот где-то взялся чуть светлее. Стараюсь держать палитру, чтобы вам было видно практически все, что я делаю, все, что я набираю. Гуашь очень похожа по консистенции, если ее опять-таки не разбавлять водой, она очень похожа на масло. Таким образом, с этим материалом вы можете легко и просто познакомиться, в принципе, с масляной живописью, да, с масляной техникой. Теперь я буду брать практически один краплак. Для чего? Для того, чтобы вот здесь вот местами создать тени. Посмотрите, если здесь свет, то вот здесь в центре куртины должна быть тень. Вот здесь внизу куртины должна быть тень. Повторюсь, у нас с вами дерево не имеет листвы практически, когда цветет. Именно поэтому примесей зеленого быть не должно. Может быть какое-то вообще минимальное количество. Видно, что более-менее у меня формируется постепенно формируется эффект такой розовой пены цветущих деревьев. Но это, повторюсь, задний план.
который мы с вами не прорабатываем совсем. Вся красота у нас с вами будет сосредоточена вот в этом месте. И вот здесь у меня такое одиноко стоящее деревце или веточка, поэтому я ее вот так слегка обозначу. Единственное, что местами не хватает света, конечно же. То есть свет может быть настолько активный, что местами он будет светлее неба. Так как у нас еще не полностью с вами высохла гуашь, у нас есть возможность добавить свет. Я беру сейчас только белилки. Добавить свет и чуть-чуть замешать его с цветом. Ну, вот здесь слишком белено получилось, да, соответственно, я разбавлю краплаком для естественности. Вот так. И здесь добавлю белил. То есть где-то, где хочется подчеркнуть именно выход, освещенность, выход вот этих цветочков у нас наверх, светлых, мы берем куртинки, делаем светлыми. Ну и здесь, конечно же, тоже необходимо свет добавить. Совершенно свободно замешивается с сыроватой еще гуашью. Получается красивый, практически масляный эффект. По цене несопоставимы, конечно, эти два материала, масло и гуашь. При этом действительно можно добиться очень похожего эффекта. После того, как мы с вами наметили задний план, я взяла среднего размера кисточку. И я намечу сейчас бутоны там, где я хочу, чтобы они у меня получились. Это смесь белил и того же самого краплака. Я намечаю только основные крупные бутоны. Здесь мне хочется, чтобы у меня был уже практически раскрывшийся цветок. Далее, здесь у меня повиснет достаточно большая гроздь с раскрывающимися цветками. Повторюсь, что сейчас я только наношу примерные контуры будущей веточки. И, соответственно, здесь у меня будет несколько цветков от другой ветки. Вот так. Теперь, после того, как у меня намечен композиционный центр, а именно вот он, вот здесь, я могу сделать веточку, саму по себе веточку, и в соответствии с ней уже потом строить свою композицию и прорабатывать какие-то детали. Давайте же с вами нашу веточку напишем. Кисточка очень тоненькая у меня. Значит, у фруктовых деревьев очень часто бывает достаточно узловатая такая, немножко воды. У меня уже краска такая подзагустела, поэтому я немножко воды добавила. То есть у них узловатые части, из которых выходят тоненькие ножки, на которых держатся сами по себе цветки. И у нас эта ветвь уходит наверх. Уйдет она с вами у нас вот сюда. Я ее сразу проведу. Вот отсюда также у меня пойдет еще одна такая довольно массивная палочка, которая пустит у меня вот такой побег, да? На этом этапе не торопитесь. То есть важно, чтобы работа выглядела аккуратной. Всю нашу с вами страсть к непрорисовке мы только что отдали заднему плану. Он действительно может быть достаточно таким хаотичным и непроработанным. А вот передний план должен быть уже достаточно подробный, красивый, потому что именно эту часть наше с вами зрение будет воспринимать как главное. Вот немножко белил здесь подхватилось, да? Кисть тоненькая у меня, повторюсь. Здесь у меня будет еще одна веточка, вот так, из которой выйдут очередные цветочки сюда наверх. Вот так.
И сюда вниз тоже. Так. И, соответственно, здесь вторая. Повиснет у меня гроздь крупных цветков. Вот так. Веточки пока прорисовывать далеко не буду, потому что не знаю, как пойдут, в точности у меня пойдут здесь крупные цветки. Давайте следующую наметим. Она будет вот здесь. Вот так. И она уйдет куда-то сюда наверх. Следующая ветка. Видно, что я здесь наметила пару цветков, которые вписываются у меня в диагональ. Соответственно, от них я веду ножки. И вот как-то сюда наверх, вот таким образом, уйдет у меня еще одна ветка. Вот так. Эта ветка тоньше. Вот эта верхняя ветка должна быть достаточно толстенькой. Я ее веду прямо поверх тех замечательных, прекрасных веток вдали, которые мы с вами выписывали для заднего плана. Вот так, вот таким образом. Ну что же, композиционно намечено у нас все, что нужно. Теперь, прежде чем заняться прорисовкой цветочков, самого, то, что хочется сделать больше всего, нам необходимо с вами сделать на веточках свет. Для этого я возьму светлое в небольшом количестве. Ну, конечно, не в таком небольшом, ну вот. В таком небольшом смешаю с остатками коричневой и возьму белил. Оттенок желтый. Наверное, даже желтый потребуется еще. Сейчас посмотрим. Нет, цвет получился достаточно хороший. Можно примерить достоинство, да, стеклянной палитры. Можно сразу видеть оттенок, тот или не тот. И мы с вами добавляем свет. Свет на веточке. Местами это могут быть практически чистые белила. Местами это могут быть и примеси желтого, вот так, и коричневого, который мы с вами там намешали. Свет можно не класть очень ровно, потому что сама по себе веточка неровная. Мы везде свет прокладываем. Сама по себе веточка неровная, соответственно, свет у нас сверху, вот так. Мы неровным светом лишь подчеркиваем ее естественную, такую неровную форму. Да? Видно, что я красочку прямо густенько-густенько кладу, иначе она у нас чрезмерно будет замешиваться с коричневой. Здесь прямо не бойтесь, активно положите свет. Вот так. Видно, что веточка приобрела больше жизни, да, больше объема. Давайте еще вот сюда свет положим. Ну и где-то совсем тоненько белилами, тонкой-тонкой кисточкой. Чистые белила сейчас использую. Я положу свет на самих веточках. Вот так. На самих веточках, потому что сверху у нас с вами, друзья мои, лягут цветочки, и править или что-то там дорисовывать на ветках будет уже крайне неудобно. Эта веточка у нас получила освещение. Давайте же добавим и вот этой тоже кое-где местами. И здесь, конечно же, основной свет вот здесь, вот таким образом. Мы с вами добавили освещенности и жизни. Может быть, посмотрим, потом добавим где-то чего-то еще. Здесь еще добавлю, прорисую небольшое количество. Вот так. Самое главное, что необходимо сделать для интенсивного освещения, это, конечно, проложить тени.
То есть чем у нас с вами более интенсивно солнечный день, тем больше, резче, контрастнее будут тени на переднем плане. Я возьму краплак и возьму небольшое количество красный. Вот такой красный, да. Буду работать смесью этих двух оттенков, чтобы создать именно такие достаточно интенсивные, более теплые участки, чем те, которые я делала на заднем плане. Итак, мы с вами занимаемся сейчас уже прорисовкой того, что намечено. Поехали, друзья мои. Итак, это бутончик раз. Здесь уже предельно внимательно работаем, так как сейчас все, что мы нарисуем, оно уже останется и правиться не будет. А бутончики заднего плана, если там какие-то есть, они могут быть полностью темные, да? Там вот этот, например, бутон, он внизу, нет никакого смысла делать, оставлять ему свет. Я его полностью, я добираю краплак сейчас, полностью сделала его темным. Где-то краплак, видите, беру один. Вот здесь, вот как проработать, да, этот цветок, он у нас снизу будет темный, наверх туда уйдет освещенный. Повторюсь, мы сейчас с вами тени прокладываем. Вот в этом цветке теневая часть будет вот эта, вот такая. Сразу форму создаете. Я взяла круглую кисточку сейчас, она тонкая, круглая, но она в один проход создает форму лепестка, видите? Здесь у меня такие не полностью раскрывшиеся цветки, они свисают вниз. И здесь еще один цветок будет. Вот так. Где-то добавим более активно потом свет. Дальше. Здесь небольшое количество теней. Только намечу будущие раскрытые цветки. Здесь у нас основное светлое место. У меня немножко начинает подсыхать краска. Вот здесь хочется добавить такой активный раскрытый цветок, на нас повернувшийся больше. Таким образом он будет весь в тени, да? Весь в тени получается. Вообще здесь уже основная ветка, масса ветки идет, поэтому здесь у нас цветков может быть уже больше. Вот так. Не бойтесь, пожалуйста, залезать за край или, скажем, на ветку. Вот видно, я сейчас на ветку залезла, да? Вот так. Там где-то туда за край этот цветок ушел. И пусть будет. Помимо того, что у нас есть цветки, идущие сюда, конечно же, там есть у ветки цветки, идущие вот с той стороны, да? Вот здесь. Посмотрите, как хорошо и удачно красный, то есть более теплый, чем краплак оттенок, подчеркивает и выделяет цветки, которые у нас идут с этой стороны. Далее не забываем, что у нас вот здесь есть ветка. У нее будет такой же точно принцип. Опущенные цветки темные изнутри. Темные. Немножко краплака добавлю. Вот так. Не знаю, видно ли вам палитру. Наверное, не очень видно. Давайте здесь создадим еще цветков. Я стараюсь, конечно, ставить кисть так, чтобы она у меня оставляла хвостики именно как лепестки, да. Вот так. Здесь снова положу больше красного, чем краплака. Вот так. Давайте еще добавим красного. Красивый очень цвет. Здесь, вот в этом месте, прямо-таки просится у нас отдельные цветки. Вот так. Далее, вот здесь хочется написать группу бутонов.
принципе, здесь уже хорошо ориентироваться на ваш собственный вкус, потому что у вас, очевидно, по-другому могли получиться вот эти вот дальние, да, дальний план цветущих деревьев, и по-разному у нас с вами могут смотреться эффект, да, соединения этого плана и этого. Но видно, что самая главная часть, которая приковывает внимание, это у нас вот эти цветки. В принципе, всегда, когда вы работаете, важно понимать и не перепрорабатывать те планы, которые не являются главными. То есть вот определите для себя, что в вашей работе не является центром, и этим частям уделяйте меньше внимания. Как бы не хотелось прорисовать и дальние веточки тоже красиво, да, делайте этого не стоит, потому что вы в результате потеряете передний план. Это очень часто бывает, к сожалению. Здесь я намечу еще один цветок, но в дальнейшем сделаю его более освещенным. И вот здесь хочется еще проложить какое-то количество цветков, ну, наверное, более вот сюда закрытых, вот на эту сторону, вот так, красивый сочный оттенок подобрался, прямо вот чистый краплак сейчас сюда положила, и вот сюда давайте создадим, будем считать, что у нас с вами здесь есть еще какое-то количество цветков, вот так. В принципе, видно, что эти цветки я вообще уже не прорисовываю. Значит, у нас с вами сюда добавлю теней. Без прорисовки. Посмотрите, друзья мои, никакой прорисовки сюда я не добавляю. Сюда проложу несколько темных мест, чтобы обозначить где-то там вдали идущие тоже цветки. Самое главное у нас это вот это место, и мы продолжаем с ним работать. Мы берем белилки, белилок мы берем действительно много. Покажу вам сейчас на палитре, даже еще светлее. Вот такой оттенок, вот прямо зефирка, да. Мы с вами начинаем прорабатывать цвет, световые детали. Где-то потом положим и чистые белила. Вот здесь свет практически добавлять не буду, только по контуру немножко. Здесь цветки очень светлые должны быть. Беру еще белил, потому что уже достаточно много розового, то есть прямо вот белила уже залезаю, да, вот так. Дальше этот цветок у нас тоже очень-очень светлый, вот так. Очень важно на самом деле, вот хочется вам показать, что я не замешиваю краски до идеально гладкого состояния друг с дружечкой, да, они у меня полосатят очень-очень сильно, но это дает цветкам именно живость, ой, густо взяла, живость и возможность прямо, если кто видел действительно цветущие все эти сады, там у яблонь, у них полосатенькие такие на самих лепестках, такие полосочки есть. Так, теперь важное место вот здесь. Здесь красочки у меня не подсохли, поэтому я вот прямо белила густенько-густенько протягиваю. Вот сюда, да. Акцентики световые нам надо расставить. Вот здесь, вот здесь. Дальше здесь то же самое. Световые акцентики расставляем. Вот так. Дальше
Здесь уже выписыванием лепестков не занимайтесь. Эта ветка главной не является. И главной быть не может. Поэтому и внимание мы уделяем ей гораздо меньше. Палитру я могу отложить. Теперь мне понадобится фактически только чистые белила, чтобы кое-где с вытиранием салфетки, так как будет набираться. Значит, вот покажу вам. Вот белилочки стоят. Вот салфетку даже чистую возьму. Вот такая салфеточка. Вот. Взяла белилочки сейчас и аккуратно расставила, да? Поставила, вытерла. Поставила, вытерла. Поставила, вытерла. Так вы прорабатываете и добавляете свет везде, где хотите добавить именно ярких, таких очень остренько блестящих бликов. Почему необходимо вытирать? Потому что ровно после того, как я провожу, у меня тащится красная красочка вслед за белилками. Чтобы сохранять именно чистоту цвета, мне необходимо кисточку протирать после каждого раза. Ну вот здесь, конечно, хочется создать цвет, да, вот на этих бутонах. Посмотрите, как они сразу заиграют, чуть только мы им придадим чуть-чуть света. То же самое касается вот этих цветков. Чуть-чуть цвета, чуть-чуть цвета. Ох, бухнула, ой-ой-ой, бухнула, посмотрите. Ужас, сейчас мы это снимем аккуратненько. Оп, все. Здесь, в принципе, цветки готовы сверху. Может быть, я добавлю им еще немножко белил. Если воспринимать таковую работу как подготовку к масляной живописи, то там вы столкнетесь ровно с тем же самым. То есть вам придется протирать местами придется протирать кисточку салфеткой после каждого прохода, да, иначе у вас краски непременно смешиваются и тащатся друг за дружкой. Ну что ж, я считаю, что цветки проработаны более чем достаточно. Необходимо доработать кое-где там, чтобы виднее были веточки, да, чтобы виднее были веточки и чаши листики. То есть вот эти вот, ой, вот здесь, кстати, цветок не нарисовала, смотрите. Виднее были места, которые крепятся к самим цветочкам. Видно, что у меня они не везде здесь есть. Конечно же, они добавляются уже после того, как вы цветки, собственно, сами нарисовали. Никак не до. Тут у нас даже у некоторых цветочков и веточек-то нет. Мы добавим немножко. Забыла создать цветок один. Давайте я его с помощью белилок вот так вот сделаем от него пупочку. Осталось, в принципе, кое-где добавить тычинки. Тычинки там достаточно светлые, иначе их просто будет не видно. Я возьму совсем тоненькую кисть и кое-где, где это может быть видно, добавлю блестящие такие белильные точечки. Давайте вот здесь поставим парочку. Вот так. Ну, вот здесь точно поставим, да, с вами. Где у нас могут быть видны тычиночки. Вот так. Оп. Еще давайте наберем беленький. Вот. В конце, друзья мои, то, что полагается сделать в каждой работе, которую вы пишете, необходимо работу подписать. И надеюсь, друзья мои, что эта цветущая ветка подняла вам настроение, так же, как только что она подняла его мне. Давайте удалим с вами скотч, посмотрим готовую финальную работу.
На мой взгляд, получилось ярко, очень по-весеннему. Будем надеяться, что в ближайшем времени мы увидим и на улице, и в парках реальную, настоящую цветущую яблоню. На этом я с вами прощаюсь. До следующего нашего видео. С вами была Федорова Катя и канал А Ну Рисуй. Всем удачи!